Приветствую всех подписчиков и гостей канала Кастомайзер. Я продолжаю работать над внешкой двенашки, а именно создание обвеса. Назовем этот видос «Что было сделано за время тишины на канале». Сейчас делаю матрицы передних расширений, левое правое крыло, именно элементы расширения, которые будут идти на крыле, собственно вот крыло и собственно вот само расширение, плюс уже сделана отбортовка, оклеил малярным скотчем и уже нанесен гель-коат. Гель-коат, кстати, уже на отлип, то есть не морается, и можно наносить сверху стекломатериал. Будет многосоставная матрица, так как здесь есть сложные углы. И если сделать все чисто в одной матрице, очень велик риск того, что болванка просто не вылезет из матрицы. Итак, матрица будет состоять из четырех частей. Раз, два, центральная 3 и этот кусочек будет 4. Здесь также другая сторона крыла. Расширение делается, отбортовка. Все как и на той стороне, только без гель-коата. И здесь можно посмотреть то, что скрывает гель-коат, как здесь все сделано. Работа, конечно, это не быстрая. Надо сидеть, вырезать, подгонять, потом еще обклеивать. Есть некоторые моменты, где щели лучше забить пластилином. Уже проверено на опыте. Если оставить такие щели, то гель-коат затекет и будет своего рода замочек. И что я имел под сложные моменты. Итак, здесь, как можно видеть, идет углубление именно вот в этой части, куда будет заходить элемент расширения, который идет на двери. Как вы знаете, на десятках дверь заходит за крыло, то есть внутрь крыла уходит. И нужно то же самое сделать с элементом расширения. Как можно видеть, здесь так углубление имеется, и именно это и есть, как я думаю, самый сложный момент по матрице. Имеется в виду в будущем, когда буду разделять матрицу друг от друга. Имеется в виду между частями данной матрицы. Здесь также будет четырехсоставная. Раз, два, три, и там будет 4. Здесь мы видим уже заднее правое расширение, которое идет на крыле. Здесь будет 5 или же 6-составной, так как сама деталь будет объемной. Так, здесь также пока успел сделать вот данный кусочек. Также потом нужно его облепить. И здесь все так же. Картон, ножницы, карандаш. И снова картон, ножницы, карандаш. Ну и, конечно, творческий беспорядок. Беспорядок везде, когда идет работа полным ходом. Так, давайте переместимся на тот край стола. Там у меня готовые уже лежат детали обвеса расширения. Так, это у меня заднее левое расширение полностью. Элемент на двери, элемент на крыле. Здесь расширение, элемент расширения, который идет на капоте. Так, это правое, левое уже установлено на автомобиле. Позже покажу. Так, здесь элементы расширения бампера.
Я выкладывал видосы на свой ТикТок канал. Также фотографии выкладывал на драйве. Про эту губу также рассказывал. И на ТикТок канале, и на драйве. Все ссылки будут в описании под видео или же в профиле. Можете перейти или в профиль, или же по ссылкам в описании под видео на страницы ТикТок, драйв, также ВК, Инстаграм. Нет, туда также выкладываю фотики, видосы. Так, губа. Все на месте. Отлично получилась вообще деталь. Думал, будет сложно, но глаза боятся, руки делают. Да, кстати, забыл показать эластичность. Настолько она эластичная. Я думал, будет хрупкая, что ли. Но, как оказалось, нет. И действительно, уже готовая деталь намного легче, чем болванка, в которой есть и шпатлевка, и пена. Чего только в болванке я не использовал. Так, это матрицы. Это матрицы. Ну, как-то вот так. Да, и элементы расширения на дверях. Слева и справа также на своих местах. Так, здесь расширение капота. Также здесь есть огрех. Показываю ошибку. То есть, когда я промазывал внутрянку матрицы гель-коутом, то здесь получилась воздушная пробка. И, соответственно, здесь пустота. Гель-коут не затек, собственно, и как и сам стекломатериал. В будущем это доработаю шпатлевкой. Здесь, прежде чем снимать матрицу с расширения крыла, поставил ее, подогнал по зазору, посмотрел, чтобы вот данная деталь заходила без проблем внутрь крыла, и уж потом только приступил к созданию, съему матрицы. Также вот матрица передней губы автомобиля. Получается, извлек деталь и ее даже не отмывал, не счищал. Как снял, так и лежит пока что здесь. По расширению сейчас буду укладывать сюда стекломатериал. Как я это буду делать, записывать не буду, потому что это долго. И думаю, все уже знают, как это делать. В ютубе полно видосов. В принципе, вот такой вот план работы. Нанести стекломатериал, сюда сделать отбортовку, обклеить скотчем, гель-коут, подождать, пока высохнет. И также буду наносить стекломатериал и так далее и тому подобное. Как я уже сказал, не буду записывать процесс дальнейший. Может быть, просто буду выкладывать сторисы или же фотки в Инстаграме. Так что переходите, подписывайтесь, буду всем рад. А на YouTube уже выложу видос, когда элементы расширения будут уже все готовы. Или же сниму не кратко, а промежуточный итог, как получились у меня матрицы. На этом короткий, но не менее информативный ролик подошел к концу. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Переходить по ссылкам в описании и в профиле канала на мои социальные сети. Всем до новых встреч. Увидимся.